Сегодня я впервые была в доме престарелых. Правда? Кого ты там навещала? Я навестила свою бабушку. Ее зовут Мария. Как у нее дела? Она тебя узнала? Да, она меня сразу узнала и очень обрадовалась. Приятно слышать. Как тебе само место? Мне понравился дом. Там светло и уютно. Везде цветы и удобные кресла. Здорово. А персонал заботливый? Да, медсестры очень добрые, все здороваются. Живет ли бабушка там одна или у нее есть друзья? У нее есть соседка по комнате, Наталья. Они теперь подруги, много разговаривают. Замечательно. Бабушке не скучно тогда. Нет, совсем не скучно. Там даже проводят концерты. Правда? Я не знал, что так бывает в домах престарелых. Каждую неделю приезжают музыканты и артисты. Очень хорошо. Какая музыка бабушке нравится? Она любит слушать старые русские песни. Моя мама тоже их любит. Наверное, это ностальгия. Да, у них даже есть граммофон и пластинки. Интересно. Я давно не видел граммофон. Я тоже. Но там много старых вещей. Бывают ли у них занятия для пожилых? Да, там есть кружок вязания и уроки рисования. Здорово. Твоя бабушка занимается чем-нибудь? Она любит вязать и делать открытки ко дню рождения. Очень мило. Сколько ей лет, если не секрет? Ей уже 82, но она бодрая и позитивная. Хорошо, что ты ее навещаешь. Это для нее важно. Я согласна. Внимание и забота очень нужны пожилым. В некоторых странах семьи редко навещают стариков. Да. А у нас в России традиционно семья часто встречается. Это правда. Я тоже стараюсь приходить почаще. Здравствуйте. Я пришла сделать анализ крови. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Я немного волнуюсь. Не переживайте. Это быстро и почти не больно. Вы часто берете кровь у пациентов? Да, каждый день. Я работаю медбратом уже 5 лет. А как вас зовут? Меня зовут Алексей. А вас? Я Ольга. Приятно познакомиться. Очень приятно, Ольга. Покажите, пожалуйста, руку. Вот моя левая рука. Спасибо. Я сейчас наложу жгут на плечо. Это больно? Немного неприятно, но совсем не больно. Вы используете одноразовые иглы? Конечно. В России всегда применяют одноразовые иглы. Хорошо. Это важно для безопасности. Сожмите кулак, пожалуйста. Так.
Сильно нужно сжимать? Да, отлично. Сейчас будет небольшой укол. Все готово. Больно не было? Нет, вы очень аккуратный. Спасибо. Рад помочь. Прикладываю ватку, держите ее крепко. А как долго надо держать? Минуты 2, чтобы не было синяка. Когда будут результаты анализа? Обычно через 2 дня. Можно спросить у терапевта. Спасибо. В России часто делают анализы крови? Да, у нас часто проверяют кровь. Для профилактики. Например, в школах и на работе бывают медосмотры. Это здорово. Заботиться о здоровье важно. Согласен. Ваши анализы помогут врачу поставить диагноз. Спасибо вам еще раз, Алексей. Пожалуйста, хорошего вам дня и будьте здоровы. Привет, Ольга. Что ты делаешь с этими коробками? Привет, Иван. Я собираю вещи для распродажи. Для чего ты устраиваешь распродажу каждый год? Я устраиваю ежегодную распродажу дома. Это когда люди продают старые вещи дома. Это интересно. Зачем продавать свои вещи? Так я освобождаю место и получаю немного денег. К тому же это отличный способ встретить соседей. Какие вещи ты обычно продаешь? Все, что больше не нужно. Книги, посуду, одежду. Наверное, сложно расставаться с любимыми вещами. Иногда да. Но я думаю о новых владельцах. Вещи получают новую жизнь у других людей. Правда, звучит хорошо. А что ты оставляешь себе? Я оставляю только нужное или то, что дорого сердцу. Такой порядок мне очень нравится. Люди часто покупают твои вещи? Да, особенно посуду и книги. Ты объявляешь о распродаже заранее? Конечно, я вешаю объявления около дома. А еще пишу в чат соседей в Телеграме. Это удобно. Многие приходят. В прошлом году пришли даже люди с соседней улицы. Иногда находят здесь что-то уникальное. Ты знала, что такие распродажи очень популярны в Европе? Да, там это называют гаражной распродажей. В России это стало модно только недавно. Как думаешь, что купят в этот раз? Может быть, кто-то захочет мой старый чайник? Или советские значки. Их часто спрашивают. Я бы купил у тебя книги. Люблю читать. Пожалуйста, выбирай любые. Буду только рада. Спасибо, Ольга. Теперь я понял, зачем ты все это делаешь. Пожалуйста. Я рада поделиться своими вещами. Сергей, смотри, что я нашла в сундуке. Что там, Анна? О, это старый фотоаппарат. Да, он такой тяжелый и необычный.
Наверное, это мамин или папин старый фотоаппарат. Дай посмотреть. На нем написано «Зоркий». Это, похоже, советская модель. Очень старый. Как думаешь, ему больше 50 лет? Похоже на то. Может быть, даже больше. Интересно, сколько фотографий сделали этим фотоаппаратом? Наверное, много семейных снимков и праздников. Я помню фотоальбомы с черно-белыми фотографиями. Да, у бабушки в альбоме есть такие снимки. Смотри, тут еще есть старая пленка внутри. Думаешь, на ней остались фотографии? Может быть. Жалко, что у нас нет лаборатории для проявки. В Санкт-Петербурге еще есть мастерские, которые проявляют пленки. Правда? Было бы интересно посмотреть, что на этих снимках. А ты когда-нибудь фотографировала на пленку? Нет, только на телефон или цифровой фотоаппарат. Я тоже. Говорят, пленка дает особый эффект. Фото с пленки часто выглядят мягче и теплее. Старые камеры были очень популярны в СССР. Да, например, «Зенит», «Смена», «Зоркий». Наш дедушка, кажется, снимал на «Зенит». Может, этот фотоаппарат принадлежал именно ему? Удивительно, как техника меняется со временем. Но у старых вещей своя душа и история. Согласен. Хочется узнать, кто позировал перед этим объективом. Может быть, папа в детстве или даже бабушка. Давай оставим фотоаппарат на память. Обязательно. Такой раритет — настоящая находка. Можно рассказать об этом всей семье. Да, устроим семейный вечер и покажем всем находку. Привет, Ольга! Как прошли твои каникулы? Привет, Дмитрий. Все хорошо. Но было необычно. Почему необычно? Что-то случилось? Я одолжила свой дом друзьям на неделю. Это интересно. Кто жил у тебя дома? Моя подруга Аня с семьей. У них 3 детей. 3 детей? Это, наверное, шумно. Да, когда я вернулась, все было немного по-другому. Например, игрушки были разбросаны повсюду. А вещи были в порядке? Все на месте? Да, все было на месте. Ничего не пропало. Они даже оставили мне шоколадку и кофе. Это очень мило. Ты довольна таким опытом? В целом, да. Хотя сначала было волнительно. Я слышал, в Европе часто обмениваются домами. Да, это называется home exchange. Экономно и удобно. Ты бы еще раз сдала свой дом кому-нибудь? Наверное, да. Только теперь я лучше подготовлюсь. Что ты имеешь в виду? Буду убирать ценные вещи и оставлять инструкции.
Ты писала инструкции для гостей? Да, я написала, как пользоваться техникой и где магазины. Гости все поняли? Не было вопросов? Они спрашивали только про мусор, куда выносить. Да, для гостей новые правила могут быть странными. А у тебя был подобный опыт? Нет, я боюсь доверять свой дом незнакомым. Я тоже волновалась, а теперь не жалею. После такого опыта чувствуешь себя уверенней? Да, я теперь могу советовать друзьям такой обмен. Это здорово, Ольга. Ты очень смелая. Спасибо, Дмитрий. Может, и ты попробуешь однажды? Может быть, расскажешь мне еще, если будешь сдавать. Конечно. Буду делиться новыми историями. Здравствуйте. Я хотел бы арендовать грузовой фургон. Добрый день. Конечно. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Для какого города нужен фургон? Мне нужен фургон для переезда по Санкт-Петербургу. Хорошо. На какой срок вы хотите арендовать? На 2 дня. Я переезжаю в новую квартиру. Понимаю. Большой переезд — это всегда волнительно. Да, немного переживаю. Много вещей. Наши фургоны вместительные, не волнуйтесь. Отлично. Какой объем у самого большого фургона? У нас есть фургон объемом 12 кубических метров. Это идеально. А сколько времени занимает оформление? Обычно около 10 минут, если есть все документы. У меня есть паспорт и водительские права. Прекрасно. Вы когда-нибудь управляли таким автомобилем? Нет, это мой первый опыт с грузовиком. Не волнуйтесь. Управление довольно простое. Помните, по правилам в городе не более 60 километров в час. Спасибо, буду осторожен. Понадобятся ли дополнительные услуги? Хотите заказать дополнительные ремни и тележку? Да, пожалуйста. У меня тяжелые коробки. Отличный выбор. Это упростит ваш переезд. Есть ли страховка для аренды фургона? Конечно, базовая страховка уже включена в стоимость. Это хорошо. А что делать в случае поломки? У нас есть круглосуточная служба поддержки. Позвоните по этому номеру в случае неполадок. Спасибо за заботу. Сколько стоит аренда на 2 дня? Это будет 7 тысяч рублей со всеми услугами. Хорошо, меня устраивает цена. Замечательно. Подпишите вот здесь, пожалуйста. Спасибо за помощь и подробные объяснения. Пожалуйста. Удачного переезда и хорошего дня. Анна, почему у тебя нет телевизора в гостиной? Я решила удалить телевизор из дома Олег. Правда? А почему? Это неожиданно. Телевизор занимал много времени каждый день.
Я начала понимать, что часто просто смотрю новости или рекламу. Ну, иногда бывают интересные передачи. Да, бывают. Но я стала меньше читать книги. А я очень люблю читать. Особенно русскую классику. Я понимаю. А как ты узнаешь новости сейчас? Я читаю новости в интернете или слушаю радио. Звучит разумно. Но телевизор иногда помогает отдохнуть. Теперь я больше общаюсь с друзьями, приглашаю гостей. К примеру, мы иногда собираемся поиграть в настольные игры. Это по-настоящему здорово. Я давно так не делал. Телевизор часто мешал домочадцам общаться друг с другом. Без него стало больше тишины и уюта в доме. А твои родственники поддержали это решение? Поначалу нет. Мои родители были немного против. Но потом они заметили, что у меня больше времени. Интересно. Ты не скучаешь по сериалам? Нет. Теперь я смотрю фильмы на компьютере, когда хочу. Знаешь, в СССР многие смотрели телевизор вместе, всей семьей. Да, об этом часто говорят мои бабушка и дедушка. Но сейчас у каждого свой гаджет и интернет. Это правда. Меняется время и привычки. А гости не удивляются, что у тебя нет телевизора? Сначала удивляются, но потом поддерживают мою идею. Вместо телевизора я поставила большую полку с книгами. Очень уютно получилось. Мне тоже нравится эта атмосфера. Может быть, мне тоже попробовать жить без телевизора? Попробуй. Месяц, и ты увидишь много изменений. Главное, будет больше времени для себя и близких. Спасибо, Анна. Ты дала мне повод задуматься. Андрей, ты когда-нибудь устраивал праздник-сюрприз? Да, я однажды организовал день рождения-сюрприз. Правда? Для кого? Это было давно? Да, это было для моей сестры Оли 3 года назад. О, интересно. А как ты все приготовил? Сначала я позвонил ее друзьям и пригласил их. Потом заказал большой торт и купил украшения. Украшения? Какие именно ты купил? Разные. Шары, гирлянды и красивые свечи. Как ты спрятал все это от Оли? Я попросил маму отвезти ее по делам. Очень умно. Где проходил праздник? Мы все устроили у нас дома в Петербурге. В Петербурге часто холодно. Было тепло тогда. Да, это было летом, так что было тепло и солнечно. И сколько пришло гостей на праздник? Было примерно 10 человек. Все друзья Оли. Оля удивилась, когда зашла домой. Очень. Она даже чуть не расплакалась от радости. Здорово! А что вы подарили Оле на день рождения?
Мы подарили ей книгу и билеты в театр. В какой театр? В Мариинский? Нет, в Александринский театр. Там шла хорошая пьеса. Я слышала, что там часто интересные спектакли. Да, это один из старейших театров России. Было ли что-то необычное на празднике? Да, мы играли в викторину о жизни Оли. Она много смеялась, и всем было весело. Праздники-сюрпризы очень популярны в России. Сейчас, да, это стало модно в последнее время. Я хотела бы тоже однажды организовать такой праздник. Это совсем не сложно, но очень приятно для всех. Спасибо, что рассказал. Очень интересно слушать. Пожалуйста, Марина, может, и тебе пригодится опыт. Марина, сегодня опять очень жарко, да? Да, Иван, жара просто невыносимая. Я думаю, нам стоит арендовать кондиционер. Это хорошая идея. Здесь так душно без него. Я уже посмотрел варианты в интернете. Можно взять мобильный кондиционер на месяц. А сколько это стоит? В среднем около 2500 рублей в месяц. Но это не очень дорого. А как быстро привозят? Обычно в тот же или на следующий день. Удобно. Установка занимает много времени? Нет, мобильный кондиционер легко подключить. А сильно шумит. Отзывы пишут, что шум минимальный. Ну что ж, тогда давай оформим аренду. Хорошо, я позвоню сейчас компании. Кстати, ты знал, что раньше в России часто спасались веером? Электрические вентиляторы появились только в 60-е. Интересно. Сейчас без техники, как без рук. Хорошо, что есть такие современные решения. Ты хочешь поставить кондиционер в зал? Да, наверное, здесь удобнее всего. Потом можно перенести, если понадобится. Ты всегда все хорошо продумываешь, Ваня. Спасибо. Главное, чтобы тебе было комфортно. А как насчет электричества? Много ли он тратит? Производитель говорит, что это экономичная модель. Отлично. Значит, счета не вырастут сильно. Будет гораздо проще спать ночью при такой жаре. Да, в Москве летом жара теперь обычное дело. Раньше таких температур не было так часто. Будем рады прохладе и свежему воздуху. Я закажу кондиционер и принесу воду с лимоном. Супер. Спасибо, Ваня. Привет, Ольга. Как у тебя дела сегодня? Привет, Сергей. Все хорошо. Я хотела тебе кое-что сказать. Конечно. Что случилось? Ты выглядишь задумчивой. Я решила попробовать усыновить ребенка. Правда? Это очень серьезный шаг. Ты давно об этом думала? Да, я думала об этом уже много месяцев. Я всегда мечтала стать мамой.
А почему ты решила усыновить, а не родить сама? У меня некоторые проблемы со здоровьем. Но я все равно хочу заботиться о ребенке. Это очень благородно. Ты знаешь, как это делается в России? Да, я немного читала. Процедура не быстрая. Нужно много документов и проверок. Ты уже выбрала агентство или детский дом? Пока нет. Я думаю попробовать сначала через государство. Здорово. В России много детей ждут семью. Я знаю. Особенно в небольших городах, например, Новгороде. Ты хочешь взять малыша или постарше? Я думаю о ребенке до 5 лет. Тебе кто-то помогает? Может, советы дают? Моя сестра поддерживает меня. Она тоже мама. Это важно. Поддержка близких нужна всегда. Я немного боюсь. Это ответственность. Не переживай. Ты очень заботливая, Оля. Спасибо, Сергей. Мне важно твое мнение. Главное — иметь большое сердце и терпение. Я согласна. А еще дарить ребенку любовь. Кстати, в России есть праздник — День семьи. Его отмечают 8 июля, чтобы напомнить о семейных ценностях. Я не знала. Это приятно. Надеюсь, в следующем году я отмечу этот день с ребенком. Я уверен, у тебя все получится. Желаю удачи. Спасибо. Ты всегда так поддерживаешь меня.